Амами-Осима — остров, где страх приходит с наступлением ночи. На юге Японии есть остров, который в течение долгих лет жил в тени одной страшной опасности. Его название Амами-Осима, и он стал печально известен из-за одного жуткого обитателя змеи Хабу. Эти ядовитые змеи, близкие родственники гадюк и гремучников, веками господствовали на острове. Они активны ночью, прячутся в зарослях и нападают неожиданно. В 1980 году от укусов Хабу пострадало около 400 человек, некоторые из которых не выжили. Укус этой змеи может привести к смерти за считанные часы, если не ввести противоядие. Антидот существовал, но имел серьезные ограничения. Его нельзя было хранить в отдаленных горных районах без холодильного оборудования. А именно там чаще всего происходили нападения змей. Доставка лекарства превращалась в гонку со временем, в которой каждая минута могла стоить жизни. Власти оказались перед сложным выбором — провести электричество в отдаленные районы. Это заняло бы годы и потребовало огромных финансовых вложений. Разработать новый тип противоядия. Слишком долго, слишком рискованно. Тогда была предложена альтернативная стратегия завести на остров естественного врага змей. Животное, способное не только охотиться на Хабу, но и выживать после укуса. Выбор пал на мангустов. Эти ловкие хищники известны тем, что могут противостоять змеиному яду. Их рецепторы ацетилхолина устроены так, что яд не блокирует жизненно важные функции организма. В 1979 году на Амами-Осиму завезли 30 мангустов. План казался идеальным. Мангусты должны были сократить численность змей, и жители острова наконец могли бы вздохнуть с облегчением. Однако все пошло не по плану. Спустя несколько лет стало ясно, мангусты почти не охотятся на Хабу. Причина оказалась банальной: змеи ведут ночной образ жизни, а мангусты охотятся днем. Они просто не пересекались. В итоге мангусты переключились на других жертв, на беззащитных местных животных, которые не были готовы к появлению нового хищника. Под угрозой исчезновения оказались редкие и уникальные виды, включая амамийского кролика, живое ископаемое, сохранившееся со времен ледникового периода. Мангусты превратились из спасителей в настоящее бедствие. К 2000 году их численность достигла 10 тысяч особей. Остров страдал не только от разрушения экосистемы, но и от прямого ущерба фермерам. Мангусты ели фрукты, уничтожали птиц, распространяли болезни. Японские власти начали масштабную операцию по истреблению мангустов. Была создана специальная команда «Охотники на мангустов». Операция напоминала настоящую военную кампанию: ловушки, ядовитые приманки, обученные собаки, аттрактанты, вещества, привлекающие животных по запаху. Особое внимание уделялось тому, чтобы не навредить другим видам, поэтому конструкции ловушек тщательно продумывались. Борьба длилась почти 25 лет. В ней выросло целое поколение. И только в 2024 году власти официально объявили: популяция мангустов на Амами-Осиме полностью уничтожена. Это стало первым успешным случаем ликвидации инвазивного вида на крупном острове. Настоящая победа упорства над ошибками прошлого. Но ирония этой истории в том, что количество укусов змей снизилось вовсе не из-за мангустов. Решающее значение сыграли медицинские успехи, улучшенный доступ к противоядию и обученные специалисты. К 2020 году фиксировалось менее 60 укусов в год, а с 1992 года не было ни одной смерти от укуса Хабу среди местных жителей. Амами-Осима не единственный остров, пострадавший от мангустов. В Гавайи в 1880-х годах мангустов завезли для борьбы с крысами на плантациях. Результат: мангусты не справились с крысами, ведь те тоже активны ночью. Зато стали причиной исчезновения десятков видов местных птиц. На Ямайке в 1872 году завоз мангустов вызвал эпидемию клещей, они уничтожили рептилий и птиц, контролировавших численность насекомых. Так один неосторожный шаг привел к экологическому коллапсу. Но история мангустов не всегда трагична. В Древнем Египте этих животных держали дома, возможно, для борьбы с вредителями. Есть изображения людей, ведущих мангустов на поводке, которым более 4000 лет. А в Шри-Ланке однажды попытались обучить мангустов обнаруживать контрабанду в контейнерах. Те сигнализировали находку,
выходя наружу с распушенными хвостами. Проект был перспективным, но политическая нестабильность поставила на нем крест. Сегодня в Японии опыт Амамиасимы применяют на Окинаве, где мангусты тоже являются проблемой. Там их завезли еще в 1910 году всего 17 особей. За столетие они распространились по острову и начали угрожать редким видам. Специальные заборы с изогнутым основанием стали эффективным способом сдерживания. Но до полной победы там еще далеко. История мангустов — это наглядный урок о непредсказуемости вмешательства человека в природу. Даже самая логичная на первый взгляд идея может обернуться катастрофой. Но также это история о том, что упорство, наука и забота о природе могут исправить даже самые тяжелые ошибки прошлого.